Здравствуйте, друзья! Нетленный Хамба – человек, который ожил после смерти. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Даши Доржо Итеглов. Пандита Хамбо Лама XII, то есть глава буддистов Бурятии. Пандито Хамбо Лама – это титул главы буддистов, который переводится примерно как «самый ученый лама», пандит. На санскрите – ученый. В исторических и современных источниках и архивных документах существуют различные написания фамилий 12-го пандито Хамбо Ламы – Этигалей, Этигалов, Итагилов и другие. В традиционной буддистской Сангхой России принято написание фамилии в соответствии с сохранившейся его собственноручной подписью на русском языке. По сохранившейся родословной Итигалов родился в 1852 году в местности Улзы-Добо, юго-восточный берег озера Сагаан-Нур, ныне территория Орангойской сельской администрации Иволгинского района Республики Бурятия. У его отца, Мантагарай Этигела, были 3 сына и дочь. Лишившись родителей, Итигалову рано пришлось начать работать. Он оказался в местности Ошор-Булак, где около 5 лет пас овец. Никто не знает и не знал, кто его мать. У бурят всегда было очень бережное отношение к родословной. Помнили и записывали до 30 поколений. Правда, по мужской линии женщины не вписывались, и род отца известен, о матери 0 сведений. Мальчик рос сиротой. Случай уникальный, поскольку у бурят все дети, оставшиеся без родителей, воспитывались родственниками. Преимущество жизни родом. Хабо Лама Аюшев полагает, что Итигалов неземного происхождения. Лама предполагает, что мальчик появился на свет сразу в возрасте 5 лет. Мальчик пас чужой скот и говорил, что будет Хамбо Ламой. Над ним смеялись. Однажды он появился верхом на быке с колом в руке. На колу был человеческий череп. О случившемся стало известно ламам. Они предрекли ребенку особую судьбу и великое предназначение. До 1917 года Даши Доржо Итеглов был главой буддистов России. Д.Д. Итигалов был председателем Второго общебурятского съезда, который прошел в июле 1917 года в Тамчинском Дацане. Вскоре после этого он в связи с болезнью сложил с себя полномочия пандито Хамбо Ламы и вернулся в Янгажинский Дацан, где занимался просветительской деятельностью и лечебной практикой. Но некоторые современные исследователи его жизни и деятельности считают, что причина была в другом. Он предвидел трагическую судьбу российского буддизма в 20 веке при Иосифе Сталине и его дальнейшее возрождение. Поэтому последние 10 лет жизни готовился к этому будущему, о чем и говорил в своем завещании ученикам. Ходит много легенд об арестах бурятских йогинов. НКВДшники много раз приходили за одним из лам. Гужи Дашиныма сидел у них на виду и читал, но те его не видели. Когда им эти игры в прятки надоели, они стали угрожать ученикам ламы, и тогда он решил отдать себя в руки новой власти. Однако вскоре конвоиры нашли его мертвым. Лама, войдя в самадхи, покинул тело. Ганжур Лама сказал мне: «В те времена это было еще в порядке вещей. Ламы летали, проходили сквозь стены, моментально преодолевали громадные расстояния, ходили и ездили на конях по воде, аки по суху». Относиться к рассказам о сверхъестественных силах бурятских йогинов можно как к легендам. Но Янджима ссылается, например, на сохранившееся официальное полицейское донесение. Из него следует, что в мае 1917 года революционные безобразия уже происходили, вернувшиеся фронтовики в Тамчинском Дацане устроили потасовку и пьянку. Итигалов, узнав об этом, помчался в Дацан. На коне проскакал по поверхности Белого озера, сейчас называется Сульфатное, как по мощенной дороге. Затем прыгнул с крутого берега Гусиного озера, рассек водную гладь и по сухому дну ринулся напрямик к Дацану. Когда выскочил на берег, воды сомкнулись за ним. Поднявшиеся волны смыли часть собравшихся в Дацане дебоширов и очистили оскверненную территорию. Оставшиеся, увидев Хамбо Ламу, в страхе разбежались. Итигалов, практик высочайшего уровня, говорят, мог мгновенно передвигаться. Как только за ним закрывали дверь, он тотчас оказывался за километр от нее, превращаясь в точку.
На основе сочинений Богда Зонхавы «Демберел Добдба» он сделал всесторонний и качественный анализ пустотности и достиг прямого постижения пустоты, великой реальности всех явлений. Он также создал фундаментальный труд по тибетской фармакологии Жор. С 38 лет и до конца жизни по просьбе лам он написал более 50 книг по буддизму, оставил духовное завещание своим прихожанам, ученикам и потомкам. 15 июня 1927 года 12-й пандита Хамбо-лама Даша Дорджо Итигелов в возрасте 75 лет собрал учеников и дал им последние наставления. «Вы навестите и посмотрите мое тело через 30 лет». Затем, в присутствии лам янгажинского дацана, он попросил прочитать для него молитву благопожелания уходящему «Нуга Намши». Ламы не могли решиться, и тогда он начал ее читать сам. Постепенно и ученики подхватили ее. Так, находясь в состоянии медитации, 12-й пандита Хамбо-лама Даша Дорджо Итигелов ушел в нирвану. После окончания обряда и в соответствии с завещанием Итигелова, его ученики поместили его в позе лотоса в Бумхан, саркофаг, в кедровом кубе в том же положении в позе лотоса, в котором находился в момент ухода, и оставили в захоронении в местности Хухэ-Зурхэн в Иволгинском районе Республики Бурятия. Вскоре после ухода Итигелова началось массовое разграбление и разрушение дацанов и мест поклонения. Прокатилась волна арестов буддистов. Священнослужители и верующие прятали священные реликвии, но большая часть их была безжалостно уничтожена большевиками. В Ванинском дацане был взорван центральный храм. В дальнейшем в его развалинах устроили скотобойню. Группа лам подняла тело Итигелова в 1955-м, на 2 года раньше, чем он завещал. Процедура была вынужденной, сильнейший шторм в селе Зун-Оронгой сорвал крыши, и глава буддийского духовенства решил провести необходимые обряды до названного срока. Группа лам во главе с 17-м пандита Хамбо-ламой Лобсан Нимой Дармаевым тайно от властей подняла саркофаг в местности Хухэ-Зурхэн с телом 12-го пандита Хамбо-ламы Даша Дорджо Итигелова. Убедившись в неизменности его состояния, провели необходимые обряды, сменили одежду и вновь поместили в Бумхан, ящик. В 1973 году 19-й пандита Хамбо-лама Жамбал Дорджо Гамбоев с ламами Иволгинского дацана повторно осмотрели тело и убедились в сохранности тела. К концу прошлого века все ученики Итигелова умерли. Но сам он стал приходить во сне нынешнему главе буддийской Сангхи. Практически постоянно около учителя находится его главный смотритель Бимбо-лама, очень доброжелателен, но не особо разговорчив, считая, что только после его ухода в иной мир можно будет обнародовать его сокровенное. Тем не менее он не скрывает, всегда держал в уме мысль, что нынешнему поколению лам необходимо вновь найти саркофаг Итигелова и проверить состояние его тела. Он видел во сне свою встречу с великим учителем. Обнаружение его послания только утвердило желание Бимбо-ламы. Он нашел человека, знавшего точно, где похоронен учитель, дедушку Амгалана Дабаева, 1914 года рождения. 7 сентября 2002 года он указал Аюшееву место захоронения в местности Хухэ-Зурхэн. Интересно, что пандита Хамбо-лама самостоятельно вышел к этому месту. Дедушка подошел к нему другой стороной. Ламы получили согласие родственников на эксгумацию и 10 сентября откопали на глубине 1,5 метров короб с телом, засыпанный солью, с группой лам Иволгинского дацана в присутствии светских лиц, эксперты-криминалисты и другие. Лама Итигелов все еще сидела в той же самой позе лотос, которую он принял 75 лет назад, прежде чем войти в свою последнюю медитацию. Присутствовавший судмедэксперт, оглядев тело, отказался что-либо предпринимать с ним, поскольку никогда такого не видел, и попросил создать комиссию. Из акта наружного осмотра эксгумированного трупа, подписанного 11 сентября 3 ведущими специалистами Республиканского центра судмедэкспертизы. Какие-либо посторонние ароматические, смолистые или гнилостные запахи от содержимого короба и от трупа не определялись. Мягкие ткани трупа туго эластичной консистенции, подвижность в суставах сохранена, волосяной покров на голове,
ногтевые пластинки сохранены. Поза трупа при извлечении последнего из короба сохраняется без использования каких-либо поддерживающих и фиксирующих приспособлений. Каких-либо следов, свидетельствующих о ранее произведенном вскрытии полости тела с целью возможной бальзамации или консервации, а также каких-либо повреждений, следов ранее перенесенных травм, оперативных вмешательств, заболеваний на теле трупа не обнаружено. Лама был не просто внешне узнаваем, у него обнаружили все признаки живого тела. Эластичную кожу без каких-либо признаков гниения, сохранились на месте нос, уши, глаза, они закрыты, пальцы рук. У него гнулись все суставы, включая самые мелкие на пальцах. Отлично сохранились зубы, волосы, ресницы, брови. Тело остается в сидячем положении без каких-либо приспособлений или поддержек. Через определенное время по сезону Бимба Лама меняет Итигелову одежду, и к этому периоду суставы становятся более подвижными. Бимба Лама отметил, что при переодевании от тела ламы исходит благоухание. Даша Доржо Итигелов, кстати, считается перерожденцем первого пандита Хамбо Ламы Заяева. Тот тоже умер в возрасте 75 лет и, уходя, сказал ученикам: «Я вернусь через 75 лет». И через 3/4 века родился в 1852 году Итигелов. Он тоже сказал, что вернется через 75 лет. И в 2002 году подняли его саркофаг. Тело Итигелова оказалось нетленным. Оно сейчас находится в Иволгинском Дацане. С естественно-научной точки зрения феномен объяснению не поддается. Такой биологический объект, как тело Итигелова, с которым никто ничего не делал, не мумифицировал, не бальзамировал, существовать не может. Но оно существует. Буддистские власти Бурятии позволили изучить светским ученым феномен нетленного тела пандита Хамбо Ламы XII. Экспертиза Академии наук несколько раз свидетельствовала, что структура белка тела Итигелова соответствует структуре белка живого человека. Оно потеет, набирает в весе, у него мягкая упругая кожа, сохранена подвижность пальцев рук и локтевых суставов. Присутствуют глазные яблоки, внутренние органы целы и так далее. Оно выглядит как тело человека, умершего не более 12 часов назад. Во время последней конференции «Феномен Хамбо Ламы Итигелова» в Буддийском университете в 2009 году 3 высших буддийских иерарха России, Монголии и Северной Индии измерили температуру тела Итигелова. Она достигла 34 градусов, а в обычном состоянии колеблется от 18 до 23 градусов. Это не мумия и не мощи, это неординарное событие, которое наука пока не может объяснить. По словам Виктора Звягина, зав. Отделом идентификации личности Российского центра судмедэкспертизы, были взяты образцы волос, частицы кожи, срезы 2 ногтей. Инфракрасная спектрофотометрия показала, что белковые фракции имеют прижизненные характеристики. Для сравнения брались аналогичные образцы у живых людей. Трупного запаха ни при вскрытии саркофага, ни сейчас нет. Анализ кожи Итигелова, проведенный в 2004 году, показал, что концентрация брома в теле ламы превышает норму в 40 раз. При эксгумации обнаружилось, что саркофаг Итигелова был заполнен солью, которая местами нанесла вред его коже, высушила. По словам Звягина, до 1973 года соли в саркофаге не было. Этим, в частности, возможно объяснить феномен колебания веса тела в пределах 100 грамм. В дни массовых посещений высушенные ткани или соль могут сорбировать пары воды, увеличивая вес тела в эти дни. Затем избыточная влага испаряется с поверхности тела, напоминая пот. В первые несколько лет после открытия саркофага тело набирало вес до 2 кг ежегодно. За 6 лет вес увеличился на 5-10 кг и составил 41 кг. С января 2005 года все биомедицинские исследования тела Итигелова были закрыты указом главы буддийской традиционной Сангхи России. Во время главных буддийских празднований 7 раз в году религиозные паломники имеют возможность увидеть тело Хамбо Ламы Итигелова. Во время торжественных служб его лицо покрывается каплями пота, которые вытирают хранители. Это подтвердила и Янжима Васильева, директор института Итигелова. Изменения происходят постоянно, меняется цвет лица ламы.
А в 2005 году глава буддистов Монголии Хамба-лама Чойжамц отметил, что у Хамба-ламы Итигелова подросли и почернели волосы. На первой международной конференции «Глобальный феномен 12-го Хамба-ламы Итигелова и проблема бессмертия» в 2006 году профессор, академик РАЕН, доктор технических наук Университета Дубна Борис Большаков сообщил о результатах последних научных исследований, проведенных с использованием методов инфракрасной спектроскопии и ядерного магнитного резонанса. Ученые вновь засвидетельствовали, что структура белка тела Итигелова соответствовала структуре белка живого человека. Таким образом, было еще раз официально подтверждено, что спустя 80 лет после смерти Итигелова все жизненные функции клеток его тела оставались активными, а ядра клеток – живыми и неповрежденными. Б. Большаков также отметил, что хотя летом жара в Бурятии достигает 40 градусов и никаких холодильных установок в этом примитивном саркофаге нет, тело Итигелова не подвергается гниению или разложению. Все посетители свидетельствуют, что они испытывают на себе мощный тепловой поток, исходящий от тела Итигелова. Более того, его лицо покрывается потом, то есть идет потеря энергии, но вес сохраняется, констатировал ученый. Согласно сообщению академика РАН Сергея Курсакина, учеными была зафиксирована деятельность гипоталамуса Итигелова, а также частоты электромагнитных колебаний, исходящих из тела ламы. Курсакин добавил, что в теле Хамба-ламы также сохранилась кровь, правда она из жидкой стала желеобразной. За последнее время Итигелов дважды открывал глаза. В его институте говорят, что пока не выяснено, с чем это связано. 16 февраля, за считанные минуты до встречи Хамба-ламы с народом, это случилось снова. Таково свидетельство Константина Жалсарева. Он был рядом. С того дня он решил работать в институте Итигелова волонтером. Профессор Б. Большаков признался, что он не знает ни одного подобного официально зарегистрированного судебно-медицинской экспертизой в государственном документе факта о жизни человека после его физической смерти. Не только в истории буддизма, но и в истории человечества вообще. В 2009 году на второй международной конференции «Феномен 12-го пандита Хамба-ламы Итигелова» И.В. Тихонов из Санкт-Петербурга в докладе «Философский аспект феномена Хамба-ламы Итигелова» отметил: с точки зрения общепринятого представления об окружающем мире, такой биологический объект, как нетленное тело Хамба-ламы Итигелова, существовать не может. Тем не менее, этот объект существует и постоянно присутствует в нашем мире. Этот факт означает только одно: наши представления о мире несовершенны и требуют корректировки. Некоторые ученые называют такое состояние человеческого тела анабиозом. Однако, независимо от названия, современная наука бессильна объяснить этот феномен. Общечеловеческая важность феномена Хамба-ламы Итигелова, сказал Тихонов, состоит именно в разрушении сложившихся представлений о мире и в осознании необходимости построения новой картины окружающего мира, учитывающей факт существования нетленного тела Хамба-ламы Итигелова. Оглядываясь в прошлое, следует отметить, что изменения представления об окружающем мире в сознании людей происходили постоянно в связи с накоплением новых неизвестных ранее сведений о мире. Великие географические открытия, выход человека в космическое пространство и так далее. В противном случае мы до сих пор считали бы, что Земля плоская и покоится на 3 китах. Александр Хачатуров, доктор экономических наук, профессор на 3-й международной конференции «Феномен 12-го пандита Хамба-ламы Итигелова» в июне 2011 года сказал: «Впервые мы наблюдаем такой серьезный эксперимент, который поставил Итигелов. Он прожил 75 лет среди людей, 75 под землей, и уже как 9 лет вернулся в наш мир и продолжает жить». Более того, все, кто видит и наблюдает его тело, говорят, что тело не только не меняется к худшему, оно становится лучше, и это тело фактически живого человека. Агешел Харамба Лобсанг Хайдуб, преподаватель буддийского университета Гомандацана, Индия, в приветственной речи на открытии конференции высказал предположение, что Хамба-лама Итигелов может встать, ожить, когда придет Будда грядущего Майтрея и озарит его своим лучом. По словам ламы Аюшеева, возвращение Хамба-ламы Итигелова
Верующих укрепила в вере, сомневающихся избавила от сомнений, атеистов заставила задуматься. Феномен обретения тела учителя вызвал колоссальную активность российских и не только российских буддистов. Он сохранил нетленное тело в назидание потомкам и доказал, что вера не зависит от времени и власти. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.